Продолжаются обстрелы мирных городов Украины, многие остаются без электричества и все чаще возникает вопрос о том, как продолжать работать. В кондитерских группах обсуждают два основных варианта. Это генераторы и инверторы с аккумуляторами. Если вы никогда не сталкивались с этим, то разобраться достаточно сложно. Я же постараюсь простыми словами объяснить, что для чего подойдет и как самостоятельно разобраться в вопросе. Никогда бы не подумал, что мой курс «Экономика домашней кондитерской» пополнится видео с расчетом электричества в военное время. С вами Петр Лисавкин и кондитерская «Два Зайца». Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь нам на Patreon. Начнем с повторения школьной физики, а именно темы электрический ток. Нас интересует напряжение, сила тока и мощность потребителя. Все помним, что в розетках у нас напряжение 220 вольт, а на потребителях обычно пишется их мощность в ваттах или в тысячах ватт, то есть в киловатт. Тут важно понимать, что мощность считается во времени, то есть ваши потребители расходуют то, что написано в час. Примеры. Освещение, это диодная, например, современная лампа, может быть 10-20 ватт, а то и меньше. Насос на гребенке, например, отопления, может быть там 20, 40, 70 ватт. Дополнительный насос такой же стоит в котле газовом. Малюсенький ручной миксер 200 ватт, ручной блендер 300 ватт. Миксер для коктейлей 800 ватт, бюджетный планетарник в районе 1200. Ну а самые мощные потребители это плиты, духовки. Они могут быть и по 3-4 киловатта. С выбором генератора вроде как все просто, на них пишут мощность 2, 3, 5, 7 киловатт. Но нужно учитывать, что пишут обычно максимальную пиковую мощность. А работать стабильно генератор будет примерно на мощности на 10-20% ниже. Если нам нужно подключить пару диодных ламп, миксер, духовку, то на это нужно около 3-4 киловатт. Учитывая, что даже небольшой генератор потребляет по 2-3 литра бензина в час, выпекание на генераторе в домашних условиях становится абсолютно нерентабельным. Я специально не упоминал холодильники. О них стоит поговорить отдельно. При среднем небольшом потреблении в пределах 300-500 ватт в час компрессор холодильника имеет очень большой пусковой ток. Около 5-7 ампер, что в переводе на мощность получается где-то еще 2-2,5 киловатта. То есть духовка 2 киловатта плюс холодильник 500 ватт вроде как должны работать на 3-киловаттном генераторе. Но вот только из-за пускового тока запуститься такая система не сможет и придется генератор брать помощнее. Переходим к схеме с аккумулятором и инвертором. Здесь расчет более сложный, добавляется еще одно преобразование. Это постоянный ток 12 вольт в аккумуляторе преобразовывается в 220, как в розетке. Аккумуляторы характеризуются емкостью. Измеряется она в ампер-часах. Обычный автомобильный аккумулятор это 40, 50, 60, 65 ампер-часов. Давайте узнаем, сколько ватт в этом аккумуляторе. Формула простая, нам нужно 12 вольт умножить, скажем, на 60 ампер-часов. Получается около 720 ватт. То есть в идеальных условиях насос мощностью 72 ватта проработает 10 часов. А печка 2-киловаттная не проработает и 20 минут. Вот только идеальные условия будут далеко не всегда. Во-первых, нежелательно полностью разряжать аккумулятор, а во-вторых, инвертор, который преобразует 12-220, тоже имеет КПД не единицу. То есть будут потери, и в итоге реальное время работы будет еще на 20-30% ниже. Еще одним немаловажным моментом будет мощность самого инвертора. Это показатель, какую максимальную нагрузку можно в него подключить. Есть как небольшие на 200-300 ватт, так и на несколько киловатт. И по цене они будут в разы отличаться. Если ваша задача это освещение несколько ламп, подключение, например, котла, поддержка температуры, зарядка мобильных телефонов, то на обычном аккумуляторе с инвертором 500 ватт у вас аккумулятор протянет 3-4 часа.
Если нужно больше по времени, то можно увеличивать емкости аккумуляторов. Надеюсь, мне удалось доступно объяснить, что и как работает. Экспертом я не являюсь, что-то советовать вам не берусь, но теперь вы сможете самостоятельно посчитать свою нагрузку и определить, что нужно именно вам.